Всем привет, это Ездок. Сегодня я расскажу про назначение вот этой галочки, зачем она нужна и как ее применять. Напротив каждого слота джойстика находятся вот эти галочки. Значит, если у нас галочка отпущена, то head-switch этого джойстика будет работать в качестве устройства панорамирования. Вот я сейчас нажимаю на Head Switch, и вот мы видим устройство панорамирования. Но если я сейчас активирую эту галочку, то оси джойстика, точнее Head Switch превращаются в дополнительные 4 кнопки джойстика. Итак, оставим здесь чекбокс. Теперь, если я буду назначать кнопки джойстика на камеры, то мы можем теперь просто нажать на Head Switch. Например, вот капитан будет у нас Head Switch вперед. Второй пилот, пускай у нас будет Head Switch направо. Радиостек Head Switch вниз. И какой-нибудь, допустим, пассажир Head Switch влево. Теперь, нажимая на Head Switch, мы переключаем камеры. Этот режим был сделан еще приблизительно в 2012 году, но я его не описывал в документации, многие уже поняли, уже давно используют, но я решил это показать наглядно. Теперь давайте вернемся в настройки джойстика. Зачем нам нужна вот эта секция? В эту секцию мы можем назначить еще одну кнопку джойстика. Например, я нажимаю сейчас курок. Вот он, джойстик 1, button 1. И теперь эта кнопка будет управлять вот этой галочкой. То есть это при удержании курка у нас Head Switch превращается либо в устройство панорамирования, либо превращается в обычные кнопки джойстика. То есть эта кнопка управляет режимом переключения Head Switch между устройством панорамирования и кнопками джойстика. Давайте проверим это в работе. Итак, я удерживаю курок. Вот я удерживаю курок и нажимаю на Head Switch. В данном случае Head Switch работает как устройство панорамирования. Отпускаю курок, нажимаю Head Switch и я переключаюсь между камерами. Например, вот я сел допустим, на место пассажира, нажал на курок и осматриваюсь при помощи Head Switch. Режим будет полезен, допустим, если я делаю 4 одинаковых камеры и расставляю их лево-право, вперед-назад, взгляды. И в данном случае я просто могу либо крутить головой в кабине, либо этим же head-свитчом переключаться между камерами. Давайте вернемся обратно в это окно. Если я уберу сейчас галочку, и у нас батон джойстика, кнопка джойстика будет назначена, то эта кнопка джойстика, то есть в данном случае я просто инвертирую работу этого режима. Вот, нажал, отпустил, нажал, отпустил. То есть сейчас вот у нас устройство панорамирования, Head Switch как устройство панорамирования, а при удержании курка я переключаю камеры. Если я сейчас поставлю сюда галочку, то при нажатии курка у нас будет панорамирование, а при отпущенном курке у нас будет устройство переключения камер. Вот, если мы отсюда уберем назначение джойстика, уберем эту галочку, то Head Switch всегда будет работать как Head Switch. Надеюсь, я объяснил вам в деталях этот режим. Пробуйте. С вами был Ездок. Всем пока.